В последнее время в межсезонье все чаще посещает неприятный и невиданный зверь – ледяной дождь. Это вообще достаточно редкое явление. Выпадающий дождь по пути замерзает и превращается в ледяные капсулы с водой, которые, падая на поверхность, намертво к ней примерзают. Особенно весело в такую погоду живется автомобилям, которые совершенно не рассчитаны на такую экзекуцию. Мало того, что под коркой льда страдает краска, нетерпеливые автомобилисты ломают ручки и замки, пытаясь попасть во вмерзший в лед автомобиль, так еще и деревья, если не сами падают под тяжестью льда, то кидаются ветками, часто немаленькими. Да и автомобилистам приходится несладко. Нескончаемые пробки, которые усугубляются авариями и вставшими троллейбусами, корка льда на асфальте – явно не лучшие условия для комфортной поездки. За последнее время ледяной дождь прошел по Украине в декабре 2020 года. В Киеве обрушился ледяной дождь, столица стала в пробках из-за обледенения на дорогах. Пешеходы внезапно оказались на катке посреди улицы. Тротуары и дороги покрылись коркой льда, город сковали пробки. Произошло множество аварий, город остается скованный гололедом второй день подряд. Коммунальные службы посыпают дороги и улицы города противогололедными материалами. В городском департаменте здравоохранения рассказали, что за сутки в декабре 163 человек получили травмы из-за гололеда. Движение транспорта в нескольких районах города пришлось ограничить, а в аэропортах были задержаны десятки рейсов. Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов Борисполь и Жуляны ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета. В связи со сложными погодными условиями в международный аэропорт Борисполь некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета. Самолет из Минска, который должен был приземлиться в Борисполе, вернулся обратно в Беларусь. В Жулянах рассказали, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать. Один рейс вернулся в Вильнюс. Он вылетел, но вернулся, не стал в Украину лететь. А второй рейс отменили в Дортмунд из Киева. Позже в Киевской и Житомирской временно ограничили движение грузовиков и автобусов. Ледяной дождь – это атмосферное явление, которое возникает из-за разницы температур на высоте прохождения дождевого фронта и у поверхности Земли. Он относится к так называемым облажным осадкам, которые выпадают монотонно на протяжении достаточно длительного периода времени. Уже несколько дней подряд Украина страдает от непогоды. Ледяные дожди, туман и гололедицы бушуют в большинстве областей нашей страны. Непогода наделала бед и в Харькове. Из-за ледяного дождя, который в Харькове шел всю ночь, троллейбусы на 4 маршрутах не ходили. Всю ночь транспортники работали над очисткой контактной сети. 4 вышки, 2 автомобиля по обслуживанию подстанций, автомобиль для буксировки троллейбусов. Но несмотря на все усилия сотрудников горэлектротранспорта, из-за ледяного дождя, который в разных частях города шел всю ночь, ситуация с троллейбусами немного хуже. Опасные погодные условия были на всей территории Украины. Из-за гололеда на западе страны, в Тернопольской и Ровенской областях, ограничивали движение транспорта на дорогах государственного значения. А также ледяной дождь прошел в Минске. МЧС призывает граждан быть предельно внимательными и осторожными из-за гололеда. По прогнозам синоптиков, по республике прошел мокрый снег, переходящий в дождь. Во многих районах гололед, на дорогах гололедица. Ледяной дождь прошел и в Белгороде. В Белгородской области 2 суток шел ледяной дождь. Дороги и тротуары превратились в каток. По данным госавтоинспекции, за сутки в дежурную часть поступило более 60 сообщений об авариях, большинство из них произошло на малых улицах и во дворах областного центра. Приняты все меры по подготовке дорожных служб к обработке дорог как регионального, так и федерального значения. По результатам проведенной подготовки каких-либо серьезных дорожно-транспортных происшествий не допущено.
Ледяной дождь во Владивостоке прошел в ноябре 2020 года, привел к режиму ЧС. Метеорологи зафиксировали аномальную толщину обледенения проводов и деревьев до 12 сантиметров. Такого в крае не было в течение последних 30 лет. Только во Владивостоке 1353 жилых домов остались без электричества, холодной воды, 887 домов без горячей воды и отопления, а в других регионах области 150 тысяч человек сообщили о проблемах с отоплением, светом и водой в квартирах и частных домах. В результате стихии обледенели ванты моста на остров Русский. Мост был закрыт для проезда. Единственным средством доставки пассажиров и груза на остров стал паром «Босфор-Восточный». Ледяной дождь – настоящее испытание как для автомобилистов, так и для тех, кто обеспечивает их безопасность. Коммунальщики борются, метеорологи предупреждают, а водители неизменно наступают на одни и те же грабли. Ледяной дождь – смешанные атмосферные осадки, выпадающие из облаков при отрицательной по шкале Цельсия температуре воздуха. Ледяной дождь наблюдается при наличии температурной инверсии, когда у поверхности Земли находится холодный воздух, а над ним располагается слой более теплого воздуха с положительной температурой. Согласно первому определению, ледяной дождь – выпадающие из облаков мелкие прозрачные ледяные шарики размером 1–3 мм в диаметре. Чаще всего подобное явление наблюдается при температуре 0, минус 10 градусов, иногда до минус 15 градусов. Ледяные шарики, наподобие капсул, образуются при замерзании капель дождя, когда последние падают сквозь нижние слои воздуха с температурой ниже 0 градусов Цельсия. Внутри шариков находится незамерзшая вода. Падая на предметы, шарики разбиваются на скорлупки. Вода вытекает и образуется гололед. Согласно второму определению, переохлажденные капли воды, падающие из относительно теплого воздуха выше температурной инверсии и замерзающие при соприкосновении с холодной ниже 0 градусов поверхностью, что формирует гололед.